Я работала в Белорусской государственной филармонии артисткой-вокалисткой в составе, была шоу-группа, и там был бэнд музыкальный, там были танцоры и так далее. Нас заставляли петь, обрабатывать, играть песни белорусских композиторов, советских композиторов. А мы, не желали, потому что творчество перло через все, и мы хотели играть свою музыку, и мы протестовали. И то ли нас выгнали, то ли мы гордо ушли из филармонии, и мы перешли с бэндом со своим, в ДК Комвольного комбината. Вот. Но там мы тоже столкнулись с таким могучим совком, потому что директор, я даже помню фамилию, Бытковский, он был какой-то такой с таким коммунистическим лицом и вообще манерами человек. И у нас постоянно устраивались летучки. Ну, вот эти вот летучки с утра пораньше, значит, директор обязательно давал кому-то втык, там какие-то заседания бесконечные были. И на этих заседаниях там что-то меня там все время как-то склоняли, что я не так одета, что я не так обута, а была я модницей страшной. Страшно не нравилось это директору почему-то. Сними Круглова шапку. Я говорю, это берет. Ну и, короче, он меня так доводил, что мне пришлось с ним расстаться. Я, в общем-то, хлопнув дверью, по-моему, меня уволили по статье, потому что по-моему, я его послала на 3 буквы. Ой-ой-ой, да, было такое. Вот с 92 года началась моя белорусскость. Вот что такое для меня моя именно белорусизация, это 92 год, потому что приехала в Минск невероятная Павлина Сурвила, это дочка Ивонки Сурвилы. И причем она приехала с проектом, она заканчивала университет как этнограф и фольклорист, и она собирала команду, чтобы поехать в экспедицию фольклорную. И вот когда я услышала и увидела, как поют бабушки, у меня замирало сердце, я не могла это выдерживать, так как я очень эмпатичный человек, и мне было реально, все, меня выносили вперед ногами. Для меня эмоционально было очень тяжело это воспринимать, потому что энергетически очень сильная музыка, это опять-таки эмоции, это очень сильно, это там все, там вся история, там пластом, каждая песня, это просто гигантская история этих мест. Мы просыпались, кормили котов, завтракали, ехали на репетицию, репетировали, возвращались домой, потом принимали гостей. Гости – это музыканты, художники минские, делали всякие вечеринки, тусовались, я готовила, делала драники, кто-то припер картошки мешок. Вот мой обычный день был конец 90-х, конец 80-х, начало 90-х. Вот работа в филармонии, этот гастрольный коллектив, потому что это был трэш, это был
тур по всему Советскому Союзу, причем ежедневные концерты, а иногда и по 2 концерта живых в день с переездами, перелетами и так далее. Это было не турне, там, фешенебельно, а это был такой жесткач-тур, где на сцену нужно было выходить вообще во всей красе. Но могли быть такие площадки, что туалет на улице, иногда и такое было. Потом резкий переход в другую жизнь. И наша прекрасная группа Линда, и этот ДК Комвольного комбината с коммунистическим директором, который просто на нас, свободных людей, вот этот вот совок, он давил, они еще в партию вступали, я помню, это было, господи, там уже все развалилось, а они еще в партию принимали людей. Одно из ярких, но это, наверное, то, что сделало, поменяло меня, вот как я переродилась, мое перерождение, это 92-й год, это фольклорная экспедиция, это перерождение меня как человека творческого, как вокалиста, как певицы, как музыканта, как творца, как женщина. Я просто переродилась, я стала другой во всех смыслах. Все стало другое. И муж у меня стал другим. Вот когда был путч, и тогда что-то прямо уже была такая чуйка, что нам всем вот это вот что-то такое происходит, что или сейчас будет, я не знаю, тогда было чувство, что какой-то капец пришел всему. Но в принципе, поскольку мы были молодые и фонтанировали, и нам было вообще клево, и все до лампочки, то особого страха. И родители как-то страх не проявляли. Когда мы пели вот эти уже патриотические песни, во мне включалась вот эта вот штука патриотическая, особенно когда я пела Ларису Гениуш, «Калі тебе милы краіна пакліча, за родны змагацца парог, то сумы не будзе ў мяне на абліччы, і страху не будзе ў грудзях. Дзявочае сэрца ў хвіліне так важнай ад жаху мацней не заб'е, а буду не меньше за тебе отважной, как силы додать и тебе. И я потом здесь на площадях, ты пойдешь в бой, а я плуг покерую, коня напою, накормлю. И так обороним, засеем, сбудуем с тобой Украину свою. И прямо меня тут перло на этой песне, я ее везде, где только можно. А второй раз совершенно серьезным образом, это когда народный альбом наш, когда мы записывали наш народный альбом, это радио 101,2, вот оттуда вот все пошло, конечно же. Это как бы следующий левел, это ступень, но это уже такая, вот эта серьезная ступень, она вот с этой ступени пошел мой настоящий патриотизм, наверное, такой уже революционный, можно сказать, да. В народном альбоме мне выпала роль спеть одну сольную песню «Матка Боскова Страбрамска». И ее настолько мощно воспринимали люди, это была как молитва. И на мне повис тогда такой, у меня появился имидж. У меня появился имидж девушки, которая поет молитву. Я тогда стала такая а-ля святая, можно сказать. Это было священно. До развала Советского Союза мое будущее в моем представлении было как в кино.
Я, в принципе, представляла, что когда-нибудь, а я была достаточно уверена в себе, когда-нибудь я стану известной там певицей, актрисой, буду сниматься в кино. Мечтала, конечно, мой конек, между прочим, это я только недавно поняла, мюзиклы, переход, вообще просто все раз и изменилось в одночасье. И вот она реальность, вот у тебя нет талончика, иди пешком, дорогая. Вот она жизнь, вот у меня был такой вот на тот момент моя психика, наверное, меня защищала, что она не представляла себе какого-то там дальнего будущего. Я думала, как прожить бы до вечера. Собственно, кто где будет есть. Я просто всегда вспоминаю наши совместные поездки и гастроли именно народного альбома, потому что на нас выросло несколько поколений людей. И это такая ценность, потому что ко мне даже на акциях подходят молодые люди и говорят: ой, привет от папы моего, или там привет от мамы моей. Нас не показывали по телевизору, нас не крутили на модных там радио по тем временам. Но однако мы были модными, мы были актуальными. И еще раз это доказала тогда, когда где-то лет 5 назад, может, 7 назад, мы собрали огромный прайм-холл в Минске, сколько там тысяч, и многие не попали, там был просто переаншлаг, и народ знал все наизусть наши песни, все, и все пели. Боже мой, какое счастье!